Краткая история эксплуатационного кино. При просмотре моих видео, возможно, вас удивляет, что низкобюджетный фильм мог стоить $100 000, а возможно и то, что при стоимости в 50 тысяч он собирал в прокате миллион. В скобках указаны суммы в перерасчете на сегодняшний день с учетом инфляции. Поставьте видео на паузу, долго задерживаться на этом слайде не будем. Так что пришло время разобраться, откуда берутся такие суммы и насколько они соответствуют действительности. Начнем с бюджета и как вообще снимается кино, ведь на его производство и уходит значительная часть затрат. А если вы и так это знаете, смело мотайте на следующую часть. Как же снимается фильм? Рассмотрим на примере 50-х, так как в 60-х стало снимать уже проще, а в 40-е было наоборот сложнее, да и мы меньше знаем про этот период. Снимать мы будем фантастику, это популярный жанр, хороших детективов и вестернов хватает и без нас, а дешевую драму никто не будет смотреть. Фильм начинается со сценария, значит нужен человек, который его напишет. Далее нам нужен самый важный сотрудник, режиссер, который превратит текст на бумаге, собственно, в кино. В нашем случае он же и подберет актеров, их будет 4. Снимем камерный фильм. Снимать все это будет оператор в компании со светителем и звуковиком. Далее нам нужен реквизит и костюмы, а съемочный процесс будет происходить в основном у нас дома. Но чтобы не было скучно, будем снимать и на природных локациях. Это базовый минимум, чтобы приступить к съемке. Фильм снят. Дальше начинается работа, без которой его никто не увидит. Пленку обязательно нужно проявить в лаборатории. Сначала получают негатив, а затем печатают позитивную копию для просмотра и монтажа. Затем нам нужен монтажер, который склеит разрозненные сцены в один фильм. В том числе наложит титры, которые были сняты отдельно. И это буквально физическая работа. Пленку режут ножницами, потом склеивают специальной лентой или клеем и собирают все сцены вручную. Со звуком все сложнее. В дешевом кино 50-х записанный на площадке звук часто оказался непригодным, поэтому его либо используют как ориентир, либо вообще отказываются. После съемок актеры заново озвучивают свои реплики в студии, синхронизируясь с изображением. Затем добавляют эффекты и музыку, иногда ее заказывают композитору, но в малобюджетных проектах могут использовать уже существующие записи или привлекать местных музыкантов. В итоге звук собирается отдельно и соединяется с изображением уже на финальном этапе. Далее воспользуемся услугой художника для создания постера, и наш фильм готов. Конечно, это сильно упрощенная схема. Я уверен, что люди, знакомые с тем, как снимают кино, накидают мне в панамку за то, что я что-то упустил. Окей, скажете вы, с этим все понятно, но сколько это может стоить? И тут возникают нюансы, десятки нюансов. Среди всех упомянутых участников отсутствует очень важный человек – продюсер. Именно он запускает проект, решает, что снимать, ориентируясь на популярные темы, находит деньги и собирает команду. В малобюджетном кино 50-х продюсер играет активную роль. Он может вмешиваться в содержание фильма, подгоняя его под рынок, и нередко берет на себя функции дистрибьютора. После завершения фильма именно он договаривается с кинотеатрами, организует показы и фактически отвечает за то, увидит ли зритель этот фильм вообще. Во многом успех картины зависит именно от него. Не только от того, как фильм снят, но и от того, как он представлен и продан. Вы можете обойтись без продюсера и взять все на себя, став универсалом, как Рас Мейер или Марио Бава. В малобюджетном кино это нормальная практика. Один человек может написать сценарий, поставить сцену, снять ее, а затем смонтировать. Актерами становятся знакомые, как и композитор или техническая команда. Реквизит собирают по друзьям, декорации делают из подручных материалов, буквально из того, что удалось найти дома или на чердаке. Костюм монстра возьмем у знакомого. Основные затраты приходятся на оборудование. Если удается достать, например, Аурикон, можно упростить работу со звуком. Эта камера записывает его прямо на пленку. Однако качество такого звука ограничено, поэтому на этапе постпродакшена его часто дорабатывают или полностью переозвучивают. Камеру можно и купить, если вы нашли клад или получили наследство, но в нашем случае речь почти всегда идет о 16-мм камере. Этот формат дешевле и проще в работе, тогда как 35 мм требует более сложной техники и полноценной команды. При этом 16 мм дает более зернистую и грубую картинку. Такие фильмы чаще показывают на телевидении или небольших кинозалах, хотя при необходимости для проката ее могут увеличить и до 35, правда с заметной потерей качества. Вот только наше почти бесплатное кино вряд ли кто-то будет смотреть. В вашей гениальности я не сомневаюсь, но вот в отношении других участников могут возникнуть вопросы, и тут начинаются траты. Сколько?
это уже зависит от людей, их опыта, амбиций и вашей способности договориться. Кто-то согласится работать за идею или минимальные деньги, а кто-то потребует полноценную оплату. Большинство фильмов из «Примера» сняты на студии American International Pictures, и это уже не кустарное производство. В штат сразу добавляются ассистент режиссера, помощник оператора, человек, отвечающий за кастинг и подбор актеров. Возможно, вы прибегнете к услугам агентства, а они точно не будут работать бесплатно. Добавьте к этому расширенный технический персонал, включая рабочих, таскающих оборудование, декорации, и водителя, который все это перевозит, и специалиста по эффектам, и гримера, ну и так далее и тому подобное. Конечно, даже на студиях хотели сэкономить. Часть участников могла соглашаться на минимальную оплату, строчку в портфолио или процент от проката, но полностью на энтузиазме такие проекты все же не держались. Большинство специалистов рассчитывали на пусть и небольшую, но стабильную оплату. Режиссеры-одиночки редко считали бюджет до копейки. В их воспоминаниях часто это выглядит так: «Я нашел $10 000 и снял фильм», без подробностей. За давностью лет, а многие интервью записывали спустя десятилетия, что-то могло забыться или исказиться. Нередки случаи, когда продюсер называл одну сумму, а режиссер совершенно другую. Возникает еще одна проблема: что вообще считать бюджетом? Если режиссер работает за процент от проката, его гонорар обычно не включает производственные расходы, это отложенная выплата, которая зависит от успеха фильма. Но если он взял аванс? С мелкими затратами все еще сложнее. Расходы на еду, транспорт или бытовые нужды съемочной группы могут как учитываться, так и полностью выпадать из бюджета, особенно в низкобюджетном кино, где многое держится на личных договоренностях. Даже на студиях, где была бухгалтерия и вроде бы высчитывали рентабельность производства, возникали накладки. Часто это касалось рекламы. В одних случаях это записывали в расходы на создание фильма, а в других были раздельные записи. А как поступали, если реквизит или декорации использовали в нескольких фильмах повторно? Было ли это бесплатно в кавычках? Мы знаем как минимум о 2 случаях, связанных с Роджером Корманом, когда он после съемок основного фильма сразу начинал снимать второй на еще не разобранных декорациях. Но не знаем, как это учитывали в расходах. Скорее всего, никак. Вот Корман говорит в интервью про съемки своего фильма «Монстр со дна океана». «Я снял фильм всего за $12 000. С учетом отсрочек лабораторных исследований окончательная стоимость составила где-то $20-30 тысяч. Но это все равно очень малобюджетный фильм. Вот эта таинственная отсрочка – это когда готовую пленку тебе отдают сразу, а платишь ты за нее потом. Эта цитата очень хорошо иллюстрирует происходящее. Тут не только немаленький такой разброс в 50%, но и то, что во многих статьях фигурирует бюджет именно в 12 тысяч, хотя в газете Variety за 56 год указана цифра в 15 тысяч. Я вообще не удивлюсь, если узнаю о случае, когда создатель специально занижал расходы, чтобы показать свою значимость, типа «какой хороший фильм вы сняли за ящик пива». Вообще оказалось сложно найти конкретные цифры, но я откопал данные за 54 год, поэтому в дальнейшем будем ориентироваться именно на него. Без кинопленки фильм снять нельзя, а ее уж точно вам никто не даст бесплатно. Простенькая черно-белая пленка DuPont стоила $4 за 30,5 метров. В оригинале все в футах, конечно. Полуторачасовой фильм занимал около километра пленки, примерно $131. Но в реальности расход увеличивается в несколько раз из-за дублей, разных ракурсов и брака, так что можно смело умножить на 5, а лучше на 10. Достоверный факт, что опять же Корман основные сцены магазинчика ужасов старался снимать с одного дубля ввиду нехватки времени, но снимали одновременно на 3 кинокамеры. А теперь представьте себе, какой ад был в монтажной комнате. Теперь проявка 5 километров пленки, $246, плюс ее превращение в рабочий материал, еще 409. Из этих 5 километров нарезаем 1 километр финальной версии и несем делать дубликат для демонстрации в кинотеатре. Эта услуга уже будет стоить $820 за одну копию, а сколько кинотеатров, столько копий нам и нужно. Ну и это только малая часть расходов, не учитывающая работу со звуком. Эти данные я просто не нашел. Только что наложить звуковую дорожку стоило около $90, но это без учета обработки звука. Получается, только на создание видеоряда нужно минимум $1565. А если вы можете заняться монтажом, но не умеете снимать и камеры нет? В 1954 году услуги оператора в среднем стоили $70, а его ассистента $45. Аренда простенькой камеры Bell & Howell стоила $20. Часто указывается, что фильмы снимали от недели до 3. Возьмем серединку, 14 дней, $1610. Так что наши затраты вырастают уже до $3740. Допустим, мы снимали черно-белый немой фильм про дерево.
с 5 дублей. Ветер там ветки не так, как нужно качал, ну и все такое. Много это или мало? Я нашел немного данных, но не буду их озвучивать, выведу на экран, поставьте опять на паузу. Получается недешевое удовольствие снимать кино, тем более, что с бюджетом ниже 10 тысяч долларов почти ничего и не было. Хотя, если сравнить первоначальную таблицу с голливудскими фильмами, то видно, насколько меньше были затраты, но все равно немало. Так что переходим к закономерному вопросу. Откуда деньги? Бюджет независимого фильма в 1950-е складывался из нескольких источников. Значительную часть составлял банковский кредит, остальное – частные инвесторы или продюсеры. Возникает логичный вопрос, зачем вообще вкладываться в фильме с откровенно дешевыми эффектами и кривоватыми монстрами? Дело в том, что тогда это не воспринималось как что-то откровенно плохое. Это сейчас мы сравниваем низкобюджетную фантастику с фильмами, снятыми за прошедшие 70 лет. Тогда же все это было новым, и даже простейшие спецэффекты казались впечатляющими. К тому же кинотеатры оставались одним из самых главных и самых доступных способов досуга, а значит рынок был огромным и стабильно приносил деньги. Вооружимся калькулятором. Средняя цена билета в 1954 году составляла около 50 центов, в зависимости от времени сеанса, уровня кинотеатра и самого штата. При этом в США жило примерно 80 миллионов человек в возрасте от 16 до 54 лет. Это основная аудитория кинотеатров. Тут, конечно, нужно принимать во внимание и пол. Женщины реже ходили в кино, особенно на фантастику и экшен, но это уже слишком сложно. Если взять совсем бюджетный фильм стоимостью около 30 тысяч, то для удвоения вложений, то есть сборов около 60, достаточно примерно 120 тысяч проданных билетов. А это всего 1,5% от приведенной возрастной группы. Даже с учетом доли кинотеатров и возврата долгов у продюсера оставалась ощутимая прибыль, которую можно было пустить в следующий проект. И важно понимать, зрители часто ходили на один и тот же фильм по нескольку раз. В таких условиях даже скромный по масштабам релиз мог уверенно окупиться. Именно поэтому дешевое жанровое кино 50-х было не рискованной авантюрой, а вполне рабочей бизнес-моделью. Получается, что в отличие от бюджета, прибыль от проката проще посчитать. Нет, со сборами тоже не так-то просто, как может казаться. Во-первых, у нас нет доступа к полной бухгалтерии кинотеатров, поэтому данные часто основаны на отчетах дистрибьюторов. Во-вторых, фильмы распространялись по разным схемам. В одних случаях доход делился как процент от кассы, в других кинотеатр платил фиксированную сумму за право показа, и реальные сборы зрителей оставались неизвестны. В-третьих, голливудский формат двойного показа перестал быть основным в крупных кинотеатрах, но сохранился в драйв-инах и небольших залах, где оставался стандартной практикой. И как считать в этом случае? Делить на 2? Опять возникают нюансы. Если в эпоху AB-Movie в программе был конкретный основной фильм и какой-то дополнительный, заранее неизвестный, то в сдвоенных показах 50-х фильмы в плане художественной ценностью нередко были равны между собой. Но неравными были договоренности правообладателя и кинотеатра. Какому-то фильму могло перепадать и больше. В-четвертых, прокат работал не так, как сейчас. Фильм мог идти в кинотеатрах годами, а затем возвращаться в повторный прокат спустя несколько лет. Гораздо позже он выходил уже на VHS или DVD. В таком случае даже изначально провалившийся фильм в итоге мог окупиться. Пусть и через 30 лет. В-пятых, даже сами цифры сборов могут означать разное. В одних источниках приводится общая касса фильма, все деньги, собранные в кинотеатрах. В других – так называемые прокатные поступления, то есть сумма, которая вернулась продюсерам после дележки с кинотеатрами. Ну и в-шестых, успех фильма могли преувеличить, чтобы привлечь стороннее финансирование для последующих проектов. Теперь становится понятно, что к цифрам бюджетов и сборов нужно относиться с осторожностью, и это касается не только дешевого кино, но и кинематографа в целом. По этим данным можно понять, пользовался ли фильм успехом у зрителей. Но они редко позволяют точно определить, насколько он был выгоден для своих создателей. Когда читаешь интервью с режиссерами Экспло, они часто говорят, что снимали фильмы за 1 или 2 недели, а иногда и за несколько дней. Получается, что они могли снимать по десятку лент в год, но в реальности, за редкими исключениями, этого не происходило. Причин несколько. Когда режиссер говорит о конкретных днях, речь идет, как правило, о съемках основных сцен. В нашем случае мы снимали в доме, превращенном в космический корабль, и за 4 дня сняли 70% материала. Чтобы разбавить видеоряд, принимаем решение снимать на природе. И вот тут начинается. То дождь идет, то актер заболел, то машина сломалась. Преодолев эти трудности, доснимаем остатки и идем проявлять пленку. А в лаборатории завал. Нам говорят: приходите после майских. Забираем материал через месяц и идем в монтажный цех. Начинается долгая кропотливая работа.
К счастью, выясняется, что мы молодцы, и переснимать ничего не нужно. Все готово, бежим в кинотеатр, с которым договорились заранее. Но у него уже есть программа, расписана на 2 месяца вперед. Не только мы снимаем фильмы. Все время ожидания можно посвятить написанию нового сценария, подбору реквизита или мест для съемки. Но вот приступать к производству нового фильма пока невозможно. Банально нет денег, и так в долги влезли. На студиях, конечно, было по-другому. Их техническое оснащение и финансирование позволяли после завершения съемок практически немедленно начинать работу над новой картиной. Но нужно учитывать, что и режиссеров там было несколько. Редко кто мог себе позволить снимать несколько фильмов параллельно.